Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня с вами интересная тема, которую бы я хотел обсудить. По сути, она будет касаться заметок и того, что мы обычно там пишем, как мы с ними работаем. Что у нас обычно всегда происходит? Обычно это куча всяких файликов, заметок, которые валяются где-то там и превращаются просто в мусорку, да, для нашего проекта. И сейчас, поскольку у меня процесс такой, что я люблю структурировать всю информацию, мне нравится видеть картину целиком, понимать, кто, где, зачем, за что отвечает, как оно взаимосвязано, и чтобы это не строить где-то в своей голове, потому что в моей голове и так слишком много всего, я нашел для себя прикольный инструмент, называется Obsidian. И хочу вас с ним познакомить. Опять же, я хочу вас просто с ним познакомить, не настаивать на том, чтобы вы закрывали свои Google документы и переходили прямиком сюда. Нет, я просто покажу, что это за инструмент, как он работает, объясню, зачем он нужен мне, хотя я уже, в принципе, объяснил, зачем он нужен мне. Покажу, как он работает, расскажу немножечко про него, и на этом закроем эту тему и будем двигаться дальше. В целом у меня, так сказать, руки дошли до этого канала, я вернулся к нему, и контент будет в любом случае наваливаться. Но давайте все, не будем тараторить, поехали смотреть, что такое Obsidian. По сути, Obsidian это инструмент, который ставится локально, он абсолютно бесплатный. Там, если вам не нужно за всякие облачные хранилища платить деньги и так далее. Все, представили, что бесплатный инструмент на вашем компе, все круто, классно, хорошо. Что он из себя представляет? У вас есть набор кучи всяких интересных заметок, но самое главное это, конечно же, система графов. Здесь у тебя каждая заметка, по сути, это узел, который связывается с другими, и чем больше связей с одним узлом, да, тем он больше становится на графе. Вот как, например, здесь, на примере книги про Гарри Поттера. Я могу открыть любую заметку, перейти по ней, перейти из нее в любую другую ссылку, и, в общем-то, я точно понимаю, кто, как, с кем связан. Вот, например, я точно знаю, что Волан-де-Морт связан, да, с Хагридом, Квирлом, Единорогом каким-то, как они связаны, почему они связаны, почему Авада Кедавра связана с Волан-де-Мортом и так далее. Я теперь это все могу понимать и знать, потому что я вижу это непосредственно здесь. Мне не нужно помнить все это, где-то держать в своей голове, я могу держать это здесь. И при необходимости обращаться к этой информации. Быстро, с помощью удобной навигации, понятной навигации. Если недостаточно этого, всегда можно добавить теги, вложения, да, и так далее. Все это можно здесь по фильтрам настроить и уже видеть все эти теги. По тегам мы также можем использовать поиски разные. То есть, да, вот настроить документ, как у меня, например, в такой вот системе, где у тебя есть сразу же теги, ты можешь по ним прыгать, переходить в документы. У тебя очень классно здесь поиск работает. Ты ищешь абсолютно все по фразе, по тегу и по героям, там, не знаю, еще что-то. Все это здесь есть. И в этом, пожалуй, одна из основных главных плюшек этого инструмента, почему он мне так понравился. Но моя задача не продать, да, просто рассказывать про него, поэтому поехали дальше. Значит, я подготовил небольшой сайтик, сделал простой обычный сайтик относительно того, что такое Obsidian, о его базовом флоу, как говорится, для кого он подходит и так далее. Но здесь, я думаю, что как писатели, да, студенты, так и айтишники могли увидеть здесь связь для того, чтобы, ага, понятно, да, прикольная штука, особенно, я думаю, для писателей который выстраивает свои сложные какие-то логичные, да, или нелогичные ходы персонажей, локаций и прочее, прочее, прочее. Все это связано здесь. Красиво, наглядно, понятно. Используем. Значит, как я и сказал, да, Obsidian это просто программа для заметок, которая имеет систему графов. Давайте я, наверное, быстренько на примере покажу, как вообще с ней работать. То есть, по сути, вот вы создали себе папочку, запустились, у вас голый интерфейс, как у меня, да, ничего нового нет. Все лишнее убрали. Можно создавать папки, я буду создавать конкретно файл. Вот я создал, допустим, да, вот мой первый файл. Ну, давайте, пускай это будет у меня, не знаю, какой-нибудь модуль авторизации. Это, по сути, будет мой главный файл. К нему будут тянуться какие-то другие связи. И давайте построим первую связь. Я пишу квадратные скобочки. И, ну, пускай будет API авторизация.
Ну, вот так вот. Что у меня произошло? Видите, у меня пока что есть только один файл, и есть ссылка на файл, который еще не существует. Я могу нажать на него, я уже здесь, внутри. У меня появился файл второй, да, вот он. И при этом у меня есть обратные ссылки. Вот мы здесь их видим, я могу перейти обратно. Если я открою граф, мы видим, вот у меня есть модуль авторизации, у меня здесь включены стрелочки, да, то есть направление связи у меня есть. Я знаю, что от модуля авторизации у меня идет API авторизация. Круто, классно, хорошо. Вот таким вот незамысловатым действием создаются эти самые заметки, и они сразу же связываются. Но и самое крутое, вот допустим, у меня здесь API авторизации первой версии, а я уже, ну, как бы переписал ручку, да, и у меня теперь уже V2. Все, новая версия. Обновлено 1.1. Что это значит? Это значит то, что здесь, если я вернусь обратно в документ, здесь тоже уже будет V2 версия. Понимаете, да? То есть все меняется легко, быстро и везде и сразу. То есть не будет такого, что здесь у тебя что-то поменялось, там у тебя ничего не поменялось. И так вот мы работаем с этим инструментом. Крутой, классный, прикольный инструмент. Значит, давайте посмотрим на проект, допустим, вот, книги. Да? На проект книги давайте посмотрим. Карта мира. Вот, у меня есть такая-то книга, допустим, в ней есть такие-то персонажи. Но это, опять же, книга просто условная, поэтому тут ничего такого нет. По сути, у меня есть персонаж, да, допустим, вот у меня есть персонажи, папка с персонажами. Вот, Эрик Ларсон, да. Есть описание, есть таблички. Все эти стилистики, все это дело здесь можно красиво настроить. Но самое прикольное, сюда можно также вставлять фоточки. На самом деле сюда можно вставлять много чего интересного. Да, то есть, во-первых, выстраивать связи с помощью двойных скобок. Здесь можно видеть систему графов, о которой я уже сказал. Здесь есть элементы для форматирования. Побольше про синтаксис можно почитать прямо здесь. Вот ссылочку я приложу в комментарии. У меня пока что маленький канал, я не могу оставлять ссылочку в описании для видео, поэтому в комментариях. Вот. Также фоточки сюда можно прикладывать. Ну и, конечно же, для айтишников сюда можно спокойно встраивать куски кода с подсветкой синтаксиса. Все делается тоже очень просто, быстро и легко. Соответственно, это вот то, что из себя представляет этот самый инструмент Obsidian. Другими словами, да, если говорить про его возможности, я уже все рассказал, показал, как он выглядит из себя, как с ним начать работать. Вам для старта достаточно вот этой базовой информации, что есть на этом сайте, плюс основной функционал по синтаксису здесь вот есть. Ну, то есть, как там писать, да, код, если нужно, как делать, например, всякие вот эти вот markdown кнопочки, да, дропдаун кнопочки, которые ты нажимаешь, галочки вот эти ставишь, листики, список задач так называемый. И здесь у нас еще есть всякие интересные плюшечки. Это можно здесь спокойно почитать, посмотреть, все просто. Ничего сложного здесь нет. Этой информации вам более чем достаточно для того, чтобы пользоваться обсидианом. Все. Ну, то есть я не вижу, зачем вам нам куда-то еще ползти. Но если вам и этого мало, то я добавлю еще в конце, также туда в комментарии прикреплю еще две интересные штуки. У меня там есть набор шаблонов под методологию одном, со списком полезных плагинов к этой же методологии. И второй кодовый vault под систему GTD, да, тоже его, собственно говоря, туда вставлю. Там, по сути, все будет. То есть, если вы хотите там не просто вести заметки, да, управлять задачами, проектами, там прям в этом же инструменте, если вы, допустим, соло работаете. Потому что расшарить бесплатно этот инструмент не получится. Только если сохранять что-то у себя, отправлять коллеги, да, куда-то в облачное хранилище, чтобы он у себя их подхватывал. Только если такую систему использовать. Ну, это на бесплатной основе. Есть платная штука, да, это вот как раз облако. Но я говорил в рамках этого видео как раз только про бесплатный функционал, которым пользуюсь. Поэтому, если вам нужны эти штуки, я их, конечно же, добавлю. Все, что вот здесь сейчас было показано, представлено, это просто база. Самая-самая-самая минимальная база. Почему? Потому что тут есть на самом деле такая штука, как плагины. Есть куча всяких сторонних плагинов, и вы можете сделать из своего обсидиана какую-то невероятную штуку интересную. Также, да, забыл сказать, что в эпоху ИИ, куда же без них, сюда можно спокойно прицепить свой клод, для того, чтобы он помогал вам писать книгу, помогал составлять документацию подробную по
тому проекту, да, и по тому сервису, который вы работаете и так далее. Или разбирал вам какую-то научную работу. Мало того, что он может работать с вашими документами, он может создавать собственные документы, потому что, по сути, как я и сказал, это все MD-файлы, которые хранятся на вашем компьютере. И Клод с этим спокойно умеет работать. Если вы не работаете с ним из терминала, то, опять же, можно Cloudian поставить. И вот ваш инструмент прямо здесь, прямо внутри Obsidian. Плагинов здесь, опять же, куча плагинов. На момент, когда я делал страничку, да, там было больше 1200 плагинов. Сейчас там их больше 2000 плагинов. Так что данный инструмент к работе я однозначно рекомендую. Вот. По сути, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Канал начинает оживать. Начинает оживать он конкретно с этого видео. Вот. Впереди ждет вас много всего интересного. Могу заранее спойлернуть, что следующее видео, скорее всего, будет про разбор тестового задания. И, вероятнее всего, это будет тестовое задание на языке Golang. И писать мы будем тесты. Под что, пока не скажу. Но в ближайшее время все это будет. Поэтому подписываемся, ставим лайкусики, пишем комментарии, ну и все в этом духе. Все, спасибо за внимание, всех обнял, всех приподнял, всем покеда. Ссылочки, как я и сказал, в комментариях. Пока.